Для подавляющего большинства людей символом силы и опасности в дикой природе являются мясоеды – львы, тигры, волки и прочие когтистые зубастые охотники. Однако такой не совсем справедливый расклад, где хищник-агрессор, а травоядная невинная жертва, иногда становится не совсем правильным. И наш сегодняшний гость решил этот закон исправить. Встречайте парнокопытного властелина Черного континента – африканского буйвола, он же черный буйвол или кафрский буйвол, вид быков, широко распространенный в Африке. Кстати, по понятным причинам, это единственный вид быков, который смог выжить в очине львов, гиен, медоедов и прочих страшных существ. Именно поэтому африканский бык в науке выделяется в отдельный род с единственным видом. Одного взгляда на этого красавца достаточно, чтобы Homo sapiens утолил свой аппетит и не помышлял о говяжьих котлетках. По крайней мере до конца этого ролика. Массой больше тонны, высотой в 2 метра и 3,5 метра в длину. Это альфа-самец поднимет врага на рога одним легким взмахом головы. Лесные буйволы значительно меньше обитающих в саванне. Передние копыта буйвола шире задних, что связано с необходимостью выдерживать вес передней части тела, которая мощнее задней. Рога африканского буйвола очень своеобразны. Характерной их особенностью является то, что у взрослых быков основания рогов на лбу срастаются, образуя нечто вроде сплошного костного щита. Этот шлем настолько прочный, что во время боев между самцами удары рогами производят глухой звук, напоминающий удар молота по наковальне. Расстояние между концами рогов крупных быков бывает больше метра. У молодых буйволов роговой щит на лбу отсутствует и полностью формируется лишь по достижении возраста 5-6 лет. Африканские буйволы обладают весьма развитой системой коммуникации. Специалисты насчитывают десятки различных голосовых сигналов, означающих самые разные эмоции и призывы к действию. Телята в случае опасности жалобно мычат тонким голоском, и при этом звуки стада сразу спешит на помощь. Важную роль в коммуникации играют движения хвоста и головы. Стадо буйволов весьма устойчивое образование, которое может существовать в одной местности десятилетиями, как полагают некоторые ученые, даже до 35 лет. Сейчас в стадах обычно собирается по 30-40 титанов, но раньше они собирались и по 1000, и даже 2000 голов. Представляете, какая это куча мышц? Когда стадо решает, в каком направлении двигаться, буйволы садятся на землю, затем встают и поворачиваются в ту сторону, куда хотели бы идти. Пастухи наблюдали, как стадо принимает решения демократически. После нескольких таких голосований группа выбирает направление, которое выбрало большинство особей. Ко всему прочему, буйволы обладают потрясающей памятью. Они могут помнить лица людей и хищников, которые представляли для них угрозу, и иногда спустя годы могут напасть на человека или льва, который однажды пытался их убить. Несмотря на свою внешнюю тяжеловесность, он известен своим непредсказуемым нравом и способностью нападать без предупреждения. Его даже называют черной смертью, и он ежегодно убивает больше охотников в Африке, чем любой другой крупный дикий зверь. Огромная сила и принцип стада брат за брата сразу ограничивают список любителей покуситься на священную попку нашего героя до минимума. Тех немногих, кто осмеливается нападать на буйвола, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это может быть лев со своим гаремом и нильский крокодил, потому что он устраивает засаду в воде. Хотя взрослого буйвола крокодилы тоже редко способны осилить. Чаще всего под удар рептилий попадают телята. Главный враг африканского буйвола очень маленького размера – это различные паразиты. Но и здесь наш сегодняшний гость нашел выход из ситуации. Он имеет постоянный абонемент на посещение врача-паразитолога – волоклюя. Эта птичка круглосуточно спасает буйволов от надоедающих насекомых. СПА-процедуры из грязевой ванны – это еще один универсальный способ избавиться от невыносимых паразитов. И как вы понимаете, такому качку необходимо поглощать много протеина, так как наш герой
Убежденный веган, то источник жизненной силы для него – это травка. Ее африканскому буйволу только свеженькую и питательную подавай, да еще чтобы клетчатки много было. В день взрослый буйвол потребляет корм, равный по весу примерно 2% массы тела. Одна проблема – клетчатку сложно переварить. Поэтому у буйволов, как и у всех бычков и коровок, четырехкамерный желудок или, проще говоря, фабрика по производству разного рода бактерий. Это своеобразные микроскопические помощники, которые помогают травоядным переваривать жесткие волокна. Но мы вернемся к кровавым баталиям. Обычно рогатые титаны вместе со своими девушками группируются в большие стада. Есть, конечно, одиночки, но редко, и они не в счет, потому что они присоединяются к другому стаду организованной группировки, потому что сила не в правде, а в количестве. Стадо буйволов, мчащиеся на высокой скорости, способно растоптать любого царя зверей. У африканского буйвола очень плохое зрение, но слух и обоняние у них развиты на 5 с плюсом. Малейший повод для тревоги, и стадо тут же превращается в боевой круг. Дамочки со спиногрызами в центре, а мужчины и опытные старики в первых рядах. Если же кто-то из стада отстанет от несокрушимой груды мышц, то буйволы несутся со скоростью до 60 км в час на помощь отбившемуся зеваке. Однако, если вы подумали, что одинокий буйвол – это легкая добыча для любителей бифштексов, то вы ошиблись. Ведь даже тет-а-тет парнокопытный силач способен дать равный бой даже царю зверей вместе с его гаремом. Арсенал черного властелина саванны скромный, рога до копыта, но ими африканский буйвол пользуется мастерски, без труда насаживая на свое орудие обнаглевших котиков, как шашлык на шампуры. Очень старые самцы становятся настолько неуживчивыми, что покидают сородичей и держатся в одиночку. Такие одиночные быки обычно имеют очень крупный размер и огромные рога. Они опасны для человека и многих животных саванны, поскольку могут нападать без видимой причины. В Южной Африке таких буйволов называют дагобой или мбога. Хотят любви буйволы в марте-мае. Между быками в это время возникают ритуальные поединки за господство в стаде. Внешне бои буйвола выглядят очень эффектно, но дело редко доходит до серьезных травм. Беременность буйволихи длится в среднем 10-11 месяцев. Обычно рождается один теленок, который пьет мамино молоко около полугода. Кстати, в первые дни жизни будущий титан выпивает до 5 литров молока в сутки. Попытки щипать траву он начинает делать в месячном возрасте. Молодые самцы остаются возле матери около 4 лет, после чего покидают материнское стадо. Самки же навсегда остаются в стаде, в котором они родились. Буйволенок растет быстро, но полного веса взрослого животного достигает лишь к 10 годам, а средняя продолжительность жизни африканского буйвола в дикой природе составляет 20 лет, в зоопарках до 30. По статистике, буйвол – одно из самых опасных животных Африки. Его агрессия вполне понятна, ведь он входит в 5 почетных трофеев Черного континента. Кстати, туда же еще входит леопард, лев, слон и носорог. Да, охота на африканского буйвола – занятие смертельно опасное, ведь он будет защищать себя и свое стадо до последнего вздоха, вне зависимости от того, что в арсенале у противника – клыки с когтями или ружье с пулями. Именно поэтому популяция буйволов в Африке сохранилась достаточно хорошо по сравнению с поголовьем других крупных животных континента, хоть и испытывает сильное давление со стороны человека. У многих народов, особенно у зулусов и масаев, буйвол символизирует силу, ярость и несломленную волю. Перед битвой воины молились духу буйвола, прося у него силы и храбрости. Они верили, что истинный воин должен сражаться так же, как и буйвол, без страха и без пощады. На юге Африки существовали поверья, что шаманы или воины могли временно обрести буйволиную силу. В момент великой опасности дух буйвола якобы входил в человека, даруя ему нечеловеческую выносливость и способность не чувствовать боли в бою. После этого одухотворенный должен был принести особую жертву духу зверя, чтобы не свихнуться от оставшейся ярости. В некоторых мифах народов Конго и Замбии буйволов называли стражами границы. Считалось, что их духи охраняют входы в потусторонний мир, скрытый в глубоких болотах и лесах. Легенды говорили, если человек встречает буйвола на тропе в тумане
– это испытание. Если он проявит страх, его душа заблудится между мирами. А как вы считаете, насколько оправдана охота ради трофеев? Неужели охота может быть спортом? Напишите свое мнение в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!